Перефразируя старую поговорку про солдата и генерала, можно сказать: плох тот автопроизводитель, который не мечтает запрыгнуть в премиум-сегмент. И запрыгнуть в этот сегмент можно, по сути, двумя способами. Либо создать модель, соответствующую высочайшим стандартам класса, либо крепко потратиться на разработку отдельного бренда, который будет заниматься исключительно выпуском роскоши, при этом максимально дистанцируясь от материнской марки. Первый путь понятен и наименее затратен. Однако не всегда конечный потребитель готов тратить кругленькую сумму за обширный список дополнительных опций и даже удачный дизайн, при условии, что на кузове его как бы люксового седана будет висеть тот же логотип, что и на развозном фургоне, на котором ему только что привезли винтажный комод из красного дерева. В том числе поэтому провалился Volkswagen Phaeton, разошедшийся совершенно смехотворным тиражом на фоне конкурентов. Второй путь требует значительных бюджетов для раскрутки нового бренда с нуля, при этом вообще не гарантируя ничего, так как целевая аудитория товаров с ценником не для всех склонна доверять проверенным именам, а не выскочкам, которые уже завтра могут исчезнуть с рынка. Но все же у Toyota с ее Lexus получилось. Ах да, есть еще и третий путь – купить готовый бренд, который уже у всех на слуху и обладает внятной репутацией. Так, к примеру, сделала BMW, прикупив себе Rolls-Royce. В американской автомобильной истории существовало имя Imperial, которое принадлежало и названию моделей Chrysler, и успело побывать отдельной маркой в составе концерна, причем дважды. О крайслеровских имперских амбициях и пойдет речь в этом выпуске «Автотрендов». Наверное, более пафосного названия, чем Imperial, в автопроме не было, нет и сложно даже представить. Здесь попросту нет каких-то иных вариантов восприятия. Imperial — это люкс, причем тяжелый, традиционный, если не сказать старомодный, обязательно избыточный и совершенно точно бескомпромиссный. Тут само название накладывает определенные обязательства на производителя, решившего его внедрить в свою продуктовую линейку. Естественно, на заре автомобилестроения звучный бренд пытались доить все, кому не лень, но никому из них не удавалось выпустить хотя бы десяток самоходных повозок. Наибольшего успеха в самом начале 20 века достигла небольшая фирма Imperial Automobile Company из Мичигана, сумевшая наклепать пару-тройку своих самодвижущихся экипажей. После этого имя, от которого за версту пахло коридорами Версаля, чем бы они там ни пахли, провалялось на задворках истории больше 10 лет. Первая мировая война положила конец многим империям, существовавшим до ее начала. Но автомобильный Imperial в 1924 году, напротив, был возрожден, чтобы стать обозначением топового набора опций для модельной линейки Chrysler Straight Six. А уже в 1926 году Imperial стал отдельной моделью Chrysler, носившей индекс Model E80, где 80 обозначало максимальную скорость в милях. Автомобиль оснащался шестицилиндровым двигателем мощностью 92 лошадиных силы, что было весьма внушительно для своих лет. Путь от Денвера до Канзас-Сити длиной более 1000 километров, лишь треть из которого была покрыта асфальтом, машина проделала за 13 часов со средней скоростью 84 км в час. А это и по современным меркам довольно неплохой показатель, особенно если учесть, что остановки на заправках и прочие съезды на обочины по бытовым необходимостям – это непременная составляющая дорожного путешествия, неумолимо отражающаяся на средней скорости. Позже первый Imperial в истории Chrysler Corporation намотал почти 11 тысяч километров за 8 дней из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и обратно со средней скоростью в 64 км в час. Напомню, это произошло в 1926 году, почти сотню лет назад. Не мудрено, что таких показателей для Imperial оказалось более чем достаточно, чтобы стать пейскаром на знаменитой 500-мильной гонке Индианаполис 500. Так уж повелось, что в первой половине прошлого века роскошное медленным не могло быть по определению. Братья Дюзенберги не дадут соврать. Поэтому развитие модели Imperial, помимо убранства интерьера и внешней отделки, состояло в том числе и в росте лошадиного поголовья под капотом. 2 года спустя на смену серии И пришла серия L, которая выглядела менее громоздкой, но более изящной, при том, что отдача 4,7-литровой рядной шестерки возросла до 112 лошадиных сил. Первый массовый автомобиль с двигателем V8, Ford V8, в 1932 году мог похвастаться только лишь 65 силами.
Понятно, что мы говорим о разных ценовых категориях, но для пущего понимания цифр столетней давности это сравнение точно лишним не будет. Ну а если говорить о цене, то в 1928 году Chrysler Imperial в четырехдверном кузове кабриолет Phaeton стоил в 10 раз дороже, чем Ford V8 в 1932 году. В общем, понятно, что с амбициями у боссов Chrysler был полный порядок. И метили они в ту же самую лигу, где бал правила большая роскошная тройка, известная как 3P – Pierce Arrow, Peerless и Packard, вслед за которыми шли Cadillac и Lincoln. В 1928 году Chrysler продал 192 тысячи своих автомобилей. И хотя точное число флагманских версий Imperial, к сожалению, неизвестно, у них были все шансы прочно обосноваться в премиальном сегменте. Ведь на эти модели все чаще и чаще обращали внимание лучшие американские кузовщики того времени, включая LeBaron и даже Дитрих. Ах да, роскошное и медленным же не бывает. В 1929 году Chrysler, благодаря модели Imperial, взял 3 и 4 места в Ле-Мане, а несколькими месяцами позже 2 место в СПА. В общем, все козыри были на руках у одного из потенциально крупнейших игроков на рынке. Но 24 октября 1929 года на Уолл-стрит случился злополучный черный четверг, за которым последовал еще более черный понедельник, а затем 29 числа совсем уж черный вторник. И мир вместе с Америкой начал погружаться в Великую депрессию. Даже далеким от экономической теории людям не надо объяснять, что сегмент премиальных автомобилей – это вовсе не та рыночная ниша, которая при подобных обстоятельствах расцветет как бизнес по производству одноразовых масок во времена ковида. Но Америка к этому времени уже успела пережить панику 1907 года и спад 20-21 годов. И поэтому многие игроки автомобильной отрасли были уверены, что и на этот раз экономику немного потрясет и отпустит. Именно такого мнения придерживался и Уолтер Крайслер, когда работа над созданием, возможно, самого грандиозного империала близилась к завершению. Новейшая модель 1931 года Chrysler Imperial 8, обозначенная индексом CG, как и прежде, была доступна во множестве типов кузова. Она была настоящим воплощением ревущих 20-х, из которых, собственно говоря, и вышла. Машина получилась действительно большой, но при этом визуально не выглядела массивно на фоне конкурентов. Огромнейший автомобиль с колесной базой аж в 368 сантиметров приводился в движение рядной восьмеркой объемом в 6,3 литра, мощностью в 125 лошадиных сил. В плане оснащения также был полный порядок. Регулируемое сиденье и рулевая колонка, гидравлические тормоза, разработанные Lockheed, оснащенный автоматикой отопитель, безопасные каленые боковые стекла и усиленная запатентованная виброизоляция. Да, в течение 30-х годов такие компании, как Packard, Lincoln и Cadillac предложили автомобили с 12 или даже 16-цилиндровыми двигателями. Но тогда это была скорее имиджевая история. Война цилиндров, так сказать. Рядная восьмерка Империала и так без проблем разгоняла баржу массой сильно за 2 тонны до 160 км в час. Добавьте сюда великолепный внешний вид, отменную для своего времени управляемость, и погоня за количеством горшков покажется уже вовсе не насущной необходимостью, а маркетинговой уловкой. Вплоть до 1934 года поколение CG и его варианты стояло на конвейере, незначительно модернизируясь, обрастая дополнительными опциями и расширяясь с точки зрения линейки предлагаемых кузовов. Всего своих владельцев нашли 3228 автомобилей серии CG и 3838 серии CQ, которая стала последней в данной генерации и отличалась от предшествующей уменьшенной на 25 см колесной базой и сниженным до 4,9 литра объемом двигателя. С одной стороны, цифры продаж совершенно не будоражат сознание. С другой, в 1956 году попытка Ford Motor Company залететь в премиум с брендом Continental завершилась 3000 проданных экземпляров за 2 года производства. А ведь сейчас речь идет не о сытых 50-х, когда бензин был немногим дороже воды из-под крана, а о периоде Великой депрессии. Тем не менее, глупо отрицать, что первая половина 30-х не была рассветом люксового сегмента для фабрикантов из Детройта. Экономические реалии не могли не отразиться на общем настроении нации, которая перестала истово верить в американскую мечту, а сверкающие проявления пышной роскоши среди тех, кто мог ее себе позволить, сменились более сдержанными способами демонстрации богатства и власти.
Учитывая изменившиеся настроения общественности, а также увлечение футуристичным аэродизайном, в 1934 году и был создан новейший Chrysler Airflow, топовые комплектации которого по уже сложившейся традиции обозначались как Chrysler Imperial Airflow. Стоит начать с того, что Airflow стал первой американской серийной машиной, которую продували в аэродинамической трубе. И результаты тестов показали, что все предыдущие модели концерна Chrysler с точки зрения лобового сопротивления были куда более оптимальны, если бы передвигались по дорогам задом наперед. Во время разработки новой модельной серии Chrysler с индексом CV все эти замечания были учтены. В основу шасси Airflow легла несущая рама, объединенная с пространственным трубчатым каркасом, что значительно повысило общую жесткость кузова. Двигатель и пассажирский отсек были сдвинуты вперед, чтобы добиться оптимальной развесовки по осям и увеличить объем салона. Угловатые формы кузова полностью уступили место обтекаемым. В базовом исполнении также шел вакуумный усилитель тормозов, а за доплату был доступен трехступенчатый автомат. Аэродинамичный дизайн, конструкция кузова и шасси, внутренняя компоновка – всем этим новейший Imperial разительно отличался от своих роскошных одноклассников, превосходя их при этом по управляемости, вместительности и топливной экономичности, которая внезапно стала одним из важнейших факторов при покупке транспортного средства, даже в роскошном сегменте. Правда, не потому, что бензин стоил дорого, а потому, что при меньшем расходе нужно было реже останавливаться для дозаправки. Как это нередко случается, автомобиль, который был отлично принят журналистами и теми, кто реально разбирается в технологиях, потенциальными покупателями был воспринят весьма прохладно. И причиной тому стал тот самый консерватизм целевой аудитории, готовый расстаться с крупной суммой за атрибут, подчеркивающий статус, но плевать хотевший на все эти новейшие технологии. Imperial Airflow был слишком смелым и поэтому остался непонятым. Сегодня это поколение является весьма востребованным среди коллекционеров, но 90 лет назад нравы были несколько иными, и далеко не все понимали, что прогресс выглядит именно так. В 1937 году Уолтер Крайслер отошел от дел, передав бразды правления Кауфману Келлеру, более известному как К.Т. Келлер, который решил больше не делать основной упор на инновации. В результате автомобили Imperial стали более традиционными, как с точки зрения инженерии, вернувшись на классическое рамное шасси, безо всяких пространственных каркасов, так и с точки зрения дизайна, за создание которого был целиком и полностью ответственен Реймонд Дитрих, основатель кузовных ателье Ле Берон и Дитрих. Гениальному дизайнеру Рэю Дитриху, который в течение своей долгой карьеры создавал не только автомобили, но и гитары Gibson, на нашем канале посвящен отдельный выпуск. В 1940 году имя Imperial было закреплено исключительно за крайслеровскими седанами с удлиненной колесной базой. Империалы таким образом полностью превратились в транспортное средство для задних пассажиров, подразумевающее наличие шофера. В том же 1940 году Рэй Дитрих, нанятый еще в 1932-м самим Уолтером Крайслером, ушел с поста главного крайслеровского дизайнера. Дитрих был в корне не согласен с политикой боссов компании, которые обожглись на Airflow и больше не хотели никаких экспериментов с дизайном и заигрываний с конструкцией, всецело полагаясь на лояльность уже имеющихся потребителей. А в феврале 1942-го производство гражданских автомобилей было полностью свернуто и возобновилось лишь после окончания войны. Но поскольку послевоенная публика невероятно изголодалась по новым машинам, то финансового смысла вкладываться в разработку полноценной новой модели не было, так как на ура зашел бы и простой рестайлинг. Поэтому с горем пополам последнее довоенное поколение империалов оставалось актуальным вплоть до 1949 года, и рекорды продаж оно совершенно не било. Тем не менее, полностью новые Крайслеры следующего поколения и, соответственно, их имперские версии получились откровенно скучными, мало чем отличающимися от предыдущих в части внешнего дизайна. Но при этом некоторые технические инновации на этих машинах все-таки присутствовали. Так, например, Chrysler Imperial стал первым американским автомобилем, наравне с Chrysler Hot Shot, оснащенным дисковыми тормозами по кругу. При этом система, разработанная компанией Osco Lambert, была гораздо более эффективной и надежной в сравнении с разработкой Goodyear, устанавливаемой на Кросли. Она была настолько более удачной, что дисковые тормоза на хотшотах после покупки многими владельцами тут же менялись на привычные барабаны.
Но с империалами этого никогда не происходило. Другим важным нововведением стало появление в 1952 году новейшего двигателя – 180-сильного 331-го V8 Firepower объемом в 5,4 литра. Этот V8 с полусферическими камерами сгорания стал прародителем культовых мопаровских двигателей Hemi. Но, к сожалению, дизайн автомобилей, безвозвратно застрявший в прошлом, сильно обесценивал список всех нововведений. Того же, к примеру, кондиционера, который появился в списке опций империалов в 1953 году, на несколько месяцев раньше, чем его предложили своим клиентам Cadillac, Buick и Oldsmobile. Президента Кауфмана Келлера многие обвиняют в том, что именно он стал виновником стагнации крайслеровского дизайна конца 40-х, начала 50-х. И, будем честны, обвиняют не безосновательно, ведь Келлер с завидным постоянством отвергал новые передовые идеи, которыми горели молодые крайслеровские дизайнеры. Однако перед тем, как уйти на повышение в 1950-м и возглавить совет директоров корпорации, он все-таки успел продвинуть наверх двух важнейших сотрудников, которые впоследствии и спасли Крайслер от бесславной участи огромного количества американских автопроизводителей, о которых сегодня помнят разве что увлеченные энтузиасты. Первым из них стал новый крайслеровский президент Лестер Текс Колберт, ранее возглавлявший подразделение Dodge. Он полностью переработал корпоративную структуру, взяв за основу пример лидирующей в индустрии компании General Motors, в основе успеха которой лежала система Альфреда Слоуна, о которой на нашем канале уже был отдельный выпуск. В рамках этой масштабной реструктуризации Колберт выделил Imperial из подразделения Chrysler, создав таким образом полностью самостоятельный бренд, который и должен был в будущем конкурировать с Lincoln и Cadillac. Вторым ценным для корпорации кадром стал Вирджил Экснер, бывший дизайнер Pontiac и Studebaker, возглавивший студию передового стайлинга Chrysler в 1949 году. К 1955 модельному году Колберт и Экснер настолько основательно перелопатили полноразмерный модельный ряд Chrysler, что эта работа и по сей день имеет мало аналогов в автомобильной истории. Фулл-сайзы всех крайслеровских брендов, включая Plymouth, Dodge, DeSoto и Chrysler, получили новые кузова, шасси и трансмиссии, а вся эта эпопея получила название New 100 Million Dollar Look. Ну а на вершину обновленного модельного ряда взошел новейший роскошный Imperial, продажи которого в 1955 году выросли вдвое по сравнению с 1954 и превысили отметку в 11 тысяч единиц. Но это было только начало. 2 года спустя Экснер снова поставил Детройт на уши. Программа Forward Look заложила основу внешнего вида полноразмерных американских автомобилей на несколько последующих лет. Благодаря основательно переработанной подвеске и раме стало возможным опустить линию капота и в принципе сделать автомобиль более приземистым, что открывало дорогу для более низких, широких и длинных дорожных машин в премиальном сегменте. Основным же прорывом стали плавники в задней части, восходящие практически с середины кузова и плавно устремляющиеся вверх к задней части автомобиля. И этот смелый ход позволил компании на некоторое время вырваться из аутсайдеров отрасли на лидирующие позиции. В начале 50-х, с расцветом реактивной авиации, дизайнеры из четырехколесного мира то и дело подсматривали какие-то решения в этой индустрии, пытаясь заставить свои громоздкие творения выглядеть более стремительно, футуристично и легко. И Вирджил Экснер с его высокими хвостовыми обтекателями оказался в авангарде этого движения. Также нужно вспомнить о том, что именно на империалах в 1955 году появился первый транзисторный радиоприемник, что само по себе в очередной раз подчеркнуло стремление вперед не только у дизайнеров, но и у инженеров. Экснеровский дизайн на $100 миллионов развернул направление движения концерна Chrysler на 180 градусов, а еще более вызывающий Forward Look стал по-настоящему прорывным для всей американской автоиндустрии. Однако потом Экснер слишком заигрался с авиационной стилистикой. Империалы 1960 модельного года с точки зрения дизайна явно свернули не на ту дорогу. От стремительных очертаний не осталось и следа. Дизайн машин 60-го был грузным и избыточным, а от взмывающих в облака плавников веяло чем угодно, но только не мечтами о светлом будущем.
рестайлинг следующего года положение не исправил, а прохладный прием среди общественности сделал эти автомобили последними творениями Экснера под крышей Chrysler Corporation. Тем не менее, именно в этот период империалы получили исключительно роскошное и стильное оформление салона, которое некоторые историки называют одним из самых красивых автомобильных интерьерных дизайнов своего времени. Нельзя не сказать и о том, что с конца 50-х и вплоть до середины 60-х лимузины марки Imperial выступали самым роскошным и эксклюзивным транспортом в Америке, действуя на той же территории, где работали такие уникальные мастодонты, как Rolls-Royce Phantom 5 или Mercedes-Benz 600 Grosser. Chrysler уже давно предлагал 8-местные седаны Imperial в качестве прямого ответа на Cadillac Fleetwood 75. Но когда из названия бренда исчезло слово Chrysler и Imperial превратился в самостоятельный бренд, вся работа в этом направлении вышла на новый уровень. Начиная с 1957 года лимузины Imperial перестали выпускаться на заводах Chrysler. Вся работа по их строительству была передана в итальянское ателье Ghia, тесно сотрудничавшее с Chrysler еще с самого конца 40-х. Ghia занималась производством лимузинов на основе Imperial Crown с 1957 по 1965 год включительно, и за это время успела построить 132 таких машины. Лимузины Imperial Ghia были примерно на полметра длиннее стандартных седанов Crown. Их общая длина составляла около 620 сантиметров. Стоила такая махина около $15 тысяч, что в переводе на нынешние цены составляет примерно 150 тысяч. И это было вдвое больше, чем Cadillac просил за свой Fleetwood 75. В 1961 году инженеры Chrysler взяли курс на использование на полноразмерных автомобилях несущих кузовов с передним подрамником. Однако Imperial по-прежнему оставался рамным, как и подобало настоящему сухопутному кораблю. Основные признаки экснеровского дизайна использовались на этих моделях по 1963 год включительно. Однако от высоких плавников, шокировавших индустрию в 1957 году, к 1963 почти ничего не осталось. Полностью новый Imperial 1964 модельного года стал полноценным творением нового главного дизайнера Chrysler Элвуда Энгела. И его работа великолепно отражает, насколько сильно изменилось видение автомобильного экстерьера в Детройте. До этого Энгел работал в Ford Motor Company, и именно его перу принадлежит культовый Lincoln Continental 1961 года. Но несмотря на то, что именно Энгел подарил компании один из ярчайших автомобилей того времени, который позже приобрел и вовсе статус иконы, боссы голубого вала от его услуг отказались. Ну а руководство Chrysler тут же его прибрало к рукам, ведь специалисты такого уровня на обочине не валяются. Энгел принес с собой в концерн пристрастие к угловатым формам и строгим линиям, в результате чего Imperial 64-го был воспринят весьма неоднозначно, а скептики и вовсе называли его континенталем, который зачем-то выпустил Chrysler. Тем не менее, это был собственный сложный дизайн, который балансировал на грани традиций и инноваций. Фальш-решетка радиатора была разделена на две части. На багажнике появилась выштамповка, имитирующая запасное колесо, а любые намеки на плавники исчезли почти полностью. В 60-х годах масштабная модель Imperial 64 года была едва ли не у каждого ребенка. Одна только британская компания Corgi Toys наклепала более 1 миллиона таких игрушек. Ну, а пока малышня забавлялась с машинками, автомобиль марки Imperial сыграл одну из ведущих ролей в популярном комедийном сериале «Зеленый шершень», где Вэн Уильямс сыграл плейбоя, филантропа и далее по списку, который, надевая костюм, бросает вызов преступности. А его шофера и помощника исполнил сам Брюс Ли. Для съемок в сериале Imperial 66 года был основательно доработан Дином Джеффрисом, благодаря чему получил крайне узнаваемый черно-зеленый окрас с перламутровым отливом и кучу различных бутафорских наворотов, таких, например, как ракетные установки, спрятанные за фарами, а также летающий дрон для поиска злодеев. Несмотря на то, что шоу продлилось всего 26 серий, автомобиль занял свое собственное место в американской массовой культуре и в 60-х был пределом мечтаний чуть ли не для каждого подростка. И тем не менее, ни современный дизайн, ни, скажем так, кинематографический успех не смогли заставить империалы продаваться лучше, чем Кадиллаки и Линкольны.
Основной маркетинговый промах заключался в том, что все модели Imperial продавались только через дилерскую сеть Chrysler, в то время как конкуренты в большинстве своем имели свои собственные автосалоны. Такая политика отлично работала на эксклюзивность бренда, отделяя истинно люксовую марку от продукции для людей, для которых покупка новой машины была настоящим событием, а экономия была насущной необходимостью. Но по большому счету Imperial так и не стал самостоятельной маркой. Его продолжали воспринимать как Chrysler Imperial. Боссы концерна не учли, что для создания соответствующей репутации своего нового подразделения недостаточно просто убрать буквы Chrysler с шильдиков. Продажи империалов сократились с 23 тысяч в 64-м до 13 тысяч в 66-м. И уже в 67-м модельном году Imperial переехал с собственной уникальной платформы на стандартное шасси, использовавшееся на прочих полноразмерных Chrysler'ах. Кажется, что в ходе всей этой эпопеи руководство Chrysler само запуталось, утратив понимание, чего именно они хотят – конкурировать с лучшими игроками в отрасли или же сократить расходы, максимально унифицировав модельный ряд. И хотя с эстетической точки зрения новые империалы получились вполне удачными, с лаконичным, чистым и элегантным дизайном, их сходство с обычными Chrysler'ами, к сожалению, замаскировать так и не удалось. Но в 1967 году Imperial все же смог удивить покупателей с помощью опционального пакета «Мобильный директор». Эта комплектация, помимо более богатого интерьера, предлагала поворачивающееся на 180 градусов переднее пассажирское сиденье и раскладной столик. А за доплату в машину можно было установить печатную машинку и даже телефон. Мало кто из автопроизводителей давал возможность проводить полноценную конференцию на скорости в 100 км в час. Imperial же сделал это реальным. Однако данная инновация никак не исправила общее положение с реализацией. Всего был продан 81 автомобиль в комплектации «Мобильный директор». Новое направление крайслеровского дизайна, стартовавшее в 1969 году, получило имя «Фюзеляж-лук», вновь отсылая покупателя к авиационной тематике. Автомобиль воплотил в себе основные тенденции своего времени: слепая морда, широченная фальш-решетка радиатора и огромный хромированный бампер, ее обрамляющий. Обо всех особенностях фюзеляжного дизайна я уже рассказывал в отдельном видео. В том числе рассказывал и о том, что все эти воплощенные в железе смелые находки креативных крайслеровских стилистов находили все меньше и меньше отклика в сердцах покупателей, особенно тех, кто действовал в люксовом сегменте рынка. К 1973 модельному году империалы отличались от остальных топовых фулл-сайзов концерна практически только решеткой радиатора и включенными в базовую комплектацию опциями, доступными для большинства других моделей Chrysler за доплату. В этот момент сам смысл существования отдельного бренда сошел на нет окончательно. Годом позже бренд Imperial снова вошел в основную линейку Chrysler. Ну а после того, как Chrysler Imperial 75-го разошелся тиражом всего в 8800 экземпляров, тот же самый автомобиль следующего модельного года, 76-го, получил название Chrysler New Yorker Brougham. Таким образом, не осталось даже имени Imperial, и бренд, который должен был стать символом величия компании и вершиной ее модельного ряда, канул в лету. К началу следующего десятилетия в Детройте полностью растеряли понимание, куда двигаться дальше. И очень многие модели представителей Большой Тройки, включая крайслеровские, в то время выглядели всего лишь тщетными попытками нащупать нужное направление для движения. С одной стороны, в 80-х американцы пытались навязать конкуренцию заполонившим рынок европейцам и японцам, а с другой пытались сохранить какую-то свою особенную идентичность. И вот вся эта самая идентичность в итоге нашла воплощение в виде квадратных купе и седанов, как будто выглядевших неким новым прочтением идей прошлого. Именно таким и был возрожденный в 1981 году Imperial, построенный на базе второго поколения Chrysler Cordoba. За 3 года производства с конвейера сошли всего 11 тысяч автомобилей, среди которых стоит отметить 148 единиц в версии Sinatra, вышедшей благодаря дружбе Ли Якоки со знаменитым певцом. Купе с уникальным интерьером стоило на момент продаж на 1500 дороже, чем Lincoln Mark 6.
И сегодня, ввиду мизерного тиража, такие машины являются желанным приобретением среди коллекционеров редкой техники. За 3 года производства было продано чуть больше 12 тысяч империалов. И на этом в 1983 году в истории марки наконец была поставлена точка. Но прошло несколько лет, и точка снова превратилась в запятую. Ведь к 90-му модельному году был представлен новейший Chrysler Imperial. Машина как-то получилась и даже нашла около 40 тысяч покупателей за 4 года пребывания на конвейере. Однако в сравнении с местными, американскими, не говоря уже о европейских конкурентах, Imperial 90-го выглядел архаичной посредственностью, безнадежно застрявшей в 80-х. Хотя внутри он был вполне себе высокотехнологичным для своего времени автомобилем. В 1994 году ему на смену пришла модель LHS, смотревшаяся вполне в духе своего времени и соответствующая эпохе с точки зрения технологий. Этот автомобиль, вероятно, мог бы с гордостью носить аристократичное имя. Но история бренда Imperial уже пережила настолько много сомнительных страниц, что последнюю из них все-таки стоило перевернуть. Пришло время закрыть эту книгу и двигаться дальше. И эта книга действительно оставалась закрытой до 2006 года, когда Chrysler явил миру очередной Imperial. Концепт, построенный на архитектуре модели 300C. Призванный, как утверждал Chrysler, продемонстрировать имидж машины с шестизначным ценником, доступный по гораздо более низкой цене. Imperial 2006 года приводился в движение могучим 8-цилиндровым Hemi, выглядел как минимум монументально и использовал самые продвинутые для своего времени технологии, такие, к примеру, как светодиодная оптика. Но до сборочного конвейера концепт так и не добрался. И виной тому, если верить некоторым источникам, был вовсе не экономический кризис 2008 года, а компания Mercedes, которая совсем не горела желанием плодить конкурентов для своего собственного S-класса. Почти 2 десятка лет прошло с тех пор, и похоже, что Imperial уже вряд ли возродится в обозримом будущем. Но не хотелось бы заканчивать этот ролик на столь грустной ноте. Все же не стоит забывать огромное количество инноваций, которые стали доступны обеспеченным господам впервые именно под брендом Imperial. Люди, причастные к этой эпопее, воистину горели прорывными идеями. Они шли по проторенной дорожке с одной лишь целью – настричь как можно больше купонов. Да, эти люди совершали ошибки. Да, они в чем-то поступали недальновидно. Но ведь именно так и пишется мировая автомобильная история.